Здравствуйте, друзья! Для чего на самом деле нужны сети 5G? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. 1 октября 2018 года в мире произошло грандиозное и, без всякого преувеличения, эпохальное событие, которому, как ни странно, хотя и вполне объяснимо, не уделил почти никакого внимания телевизор, занятый санкциями, контрсанкциями и выступлениями каких-то политиков и депутатов. Что это было за такое большое событие? Большое событие состояло в том, что американская телекоммуникационная компания Verizon запустила для как бы коммерческого использования мобильную сеть стандарта 5G. Технически 5G кое-где включили и раньше. Например, сотовый оператор Финляндии Elisa Oy начал использовать этот стандарт еще летом. Однако все предыдущие эпизоды следует рассматривать не более чем тесты с системы на маленьких площадках. А Verizon Communications – это глобальная компания, крупнейший поставщик мобильной связи в США и второй в мире после China Mobile. Так что Verizon – это уже по-настоящему, и потому настоящим днем внедрения 5G стал именно 1 октября 2018 года. В чем состоит важность и грандиозность этого события? Подумаешь, запустили очередной новый стандарт. Предвидя такие вопросы, объясняем. Про стандарт 5G написано немало, поэтому, чтобы не прыгать по сотне сайтов, просто дадим ссылку на Википедию, которая пишет про 5G очень подробно и удивительно честно. В частности, восхваляя преимущества нового стандарта, Википедия сообщает, что 5G способен передавать данные со скоростями 100 мегабит в секунду. У более или менее опытных пользователей сети сразу возникает вопрос: а зачем вообще такая дикая скорость? Вы сделайте канал 10 мегабит в секунду нормальным, чтобы связь была непрерывной, не падала ниже этой цифры, и миллионы геймеров по всему миру не швыряли бы в стену клавиатуру по причине того, что интернетчики убили им ценный крафт или очень важного персонажа. Однако никто стабильностью каналов не занимается. Нет, им нужна зачем-то 5G с абсолютно ненужными пользователям скоростями. Зачем? А ларчик открывается очень просто. Читаем Википедию. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность. Тра-та-та-та-та. Что благоприятно скажется на развитии интернета вещей. То есть концепции вычислительной сети, в которой физические предметы, оснащенные технологиями для взаимодействия друг с другом, могли бы обмениваться данными между собой. Другими словами, вся эта 5G нужна не для пользователей мобильных телефонов, а для того, чтобы тостер и пылесос могли переговариваться друг с другом. На первый взгляд, такое рвение разработчиков 5G к предоставлению услуг элементам бытовой техники кажется довольно забавным. Однако интернет вещей – это не только умный дорожный столб и разговаривающий с домохозяйкой крутой японский утюг. Интернет вещей – это еще и так называемая умная пыль – Smart Dust. Наноконструированные металл-кремниевые устройства непонятного назначения и от непонятных производителей. Разработка смарт-пыли ведется уже очень давно, и о серьезных успехах в этом направлении пресса писала еще 20 лет назад, томясь в радостном ожидании лучезарной перспективы. Самые простые варианты смарт-пыли – это простые сенсоры и датчики, которые самопроизвольно включаются-выключаются и передают данные о своем месте пребывания. Однако есть разработки и посложнее. Например, еще в 2015 году IBM сообщила о создании полноценного чипа размером 7 nm. Это в 1000 раз меньше, чем диаметр эритроцита. Следующий их чип должен был быть размером 5 nm. Правда, куда его собрались вставлять, IBM так и не сообщила.
Наверное, в мобильные телефоны для вирусов и микробов. Кроме миниатюризации, корпорации работают и в других направлениях, например, в создании чипов, которые в качестве источника энергии используют окружающие их живые клетки. Также создаются чипы, которые заставляют те или иные типы клеток расти, заставляют те или иные клетки умирать. И все это открыто, официально, только подается как новое прорывное лекарство. И это только вершина официального айсберга, поскольку создаются и микроскопические устройства, работающие в группе, то есть создающие внутри организма реципиента информационную сеть, способную выполнять те или иные задачи. Причем, поскольку все эти устройства очень малы, их внедрение не требует от реципиента каких-то осознанных действий. Все почему-то ждут, что завтра представители нового мирового порядка наденут на людей кандалы и потащат в очередь ставить клейма на лоб. Но этого вовсе не нужно. Микроскопические электрические устройства можно подмешивать в воду и в пищу. Можно распылять с самолета в виде химиотрасс. Под микроскопом энтузиастам, конечно, кое-что видно. В осадках химиотрасс находят странного вида волокна, находят какие-то элементы из фольги. Но кто смотрел на глубину 5 нанометров? У людей и микроскопов таких нет. Единственная проблема для умной пыли – это коммуникационная связь. Моты, то есть единичные элементы смарт-пыли, еще 15 лет назад вполне сносно контактировали между собой, передавая информацию на несколько метров. Проблема была принять данные на расстоянии километра и более, для чего предлагались новые протоколы мобильной связи, приблизительно такие, каким сегодня хвастаются разработчики 5G. Таким образом, только спустя много лет и теперь, с появлением стандарта 5G, моты могут управляться дистанционно. Например, сгруппировавшись особым образом, вызвать плохое, хорошее самочувствие у своего хозяина. Или даже внушить ему какие-то мысли. Идея совершенно не фантастическая, поскольку, как мы заметили выше, совершенно официально давно ведутся разработки наноустройств, которые при попадании в кровь начинают искать те или иные клетки. А поскольку химиотрассами дышим мы все, равно как и мы все не обрабатываем большими магнитами куски поглощаемой пищи, какие-то элементы смарт-пыли наверняка есть в теле у каждого. Пока, правда, первыми осчастливили американцев, где с 1 октября этими сожранными за десятилетия мотами корпорации будут каким-то образом управлять. Причем, как отметили американские конспирологи, в запуске 5G есть один очень интересный и очень символический момент. 30 сентября 2018 года, согласно еврейскому календарю, был 7-й день праздника Суккот, Хоша на Рабба, то есть день, когда некие высшие сферы выносят решение о судьбах людей на следующий год. А 1 октября Verizon Communications массово запустила 5G, видимо, как-то намекая на это решение. Если намек истолкован верно, то это решение не обещает людям уже ничего хорошего. И теперь американские конспирологи с тревогой гадают, что с ними будет. Высказываются мысли, что с помощью 5G и внедренной химиотрассами смарт-пыли в качестве вмонтированного в мозги монитора им скоро покажут кино про высадку в Вашингтоне добрых зеленых инопланетян. Так что следим за развитием событий. Тем более, что 5G скоро введут повсеместно, а значит, кино будут показывать и у нас. А что думаете вы про эту версию? Лично мое мнение, что такое может быть. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно.
А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.